Соединенные Штаты Америки запускают сейчас, казалось бы, фантастическую программу о развертывании международной глобальной войны против вторжения инопланетян. Дональд Трамп, Конгресс потребовали данные о борьбе с неопознанными летающими объектами. Казалось бы, что это некая иллюзия, фантастика, не имеющая реального отношения к безопасности нашей планеты и всего человечества. Но я полагаю, исходя из своего военного опыта, жизненного опыта, и исходя из реализации программы «Звездных войн», которую проводили Соединенные Штаты, я вижу, что здесь что эта борьба с инопланетянами и летающими тарелками – это всего лишь легенда прикрытия. На самом деле запускается огромная программа особого доступа, которую даже президентам и Конгрессу не имеют права докладывать. Это программа опасного вторжения в космическую среду. Более 30 программ особого доступа запускаются и финансируются Соединенными Штатами для вторжения в космос. Почему я полагаю, что эта угроза, может быть, сегодня самая важная, самая главная угроза жизни человечества? Потому что, во-первых, космос – это живая среда, это не некие мертвые пустоты, о которых принято говорить. Но существуют в космосе другие полевые формы жизни, и это доказано и российскими, и иностранными мыслителями, в том числе академиком Вернадским, академиком Казначеевым, Козыревым и другими. И мы, живущие на планете Земля, являемся частью этой большой живой системы Вселенной. И поэтому любое вторжение в космос, тем более с целью размещения, испытания и применения новых видов оружия массового уничтожения, значительно превосходящие по своей, так сказать, убийственной эффективности ядерное оружие, несет человечеству угрозу уничтожения вообще жизни на планете Земля. Поэтому сегодня нужно космосом заниматься серьезно всему человечеству, всей элите. И тем более не выводить оружие в космос, не создавать оружие, которое было создано в результате реализации программы «Звездных войн», а это оружие климатическое, это оружие информационно-психологическое, когда через космос поражают миллиарды людей, меняют сознание людей. Это оружие, которое способно выключать все программы жизнедеятельности. Сегодня американцы пытаются создать еще более убийственное оружие и из космоса влиять на все процессы на планете Земля. Это и литосферное оружие, это и всякого рода инфекции, вирусы и так далее и тому подобное. Поэтому мы сегодня, все земляне, должны категорически выступить против, проводить совместные международные
исследования, а не закрываться в рамках программ особого доступа, чтобы космос сделать средой нашего обитания безопасным, безопасным, энергию космоса использовать во благо всех людей планеты и всей природы, живой природы Земли. Поэтому нужно поднимать этот голос в защиту безопасности космоса и понимать, что любое вторжение в космическое пространство – это подобно вторжению в систему наших ген человека. Обязательно любое вторжение со злыми намерениями в космос, оно скажется на ситуации планете Земля, на здоровье и выживании человечества, на сохранении жизни всех живых организмов планеты Земля. И при этом нужно учесть, что ни американское государство, ни президент и ни Конгресс осуществляют эти тайные программы, а именно люди, которые находятся в тени. То, что Дональд Трамп, президент Трамп, называл глубинным государством. Это люди, несущие зло человечеству, люди, выступающие за уничтожение более 6 миллиардов населения планеты. И при этом нужно иметь еще в виду, да, наверняка инопланетяне в той или иной форме и в том или ином образе присутствуют на планете Земля, потому что из миллиардов галактик, по теории даже вероятности, не может организованная разумная жизнь существовать только на планете Земля. Но пока инопланетяне своим присутствием не нанесли никакого ущерба землянам, инфраструктуре и вообще живым организмам на Земле. Поэтому говорить о том, что есть инопланетная угроза, это, наверное, не соответствует реальности. И если иные инопланетные цивилизации имеют контакты с Землей, то они более нас развиты и образованы, и они понимают, что в любой живой системе, тем более в системе Вселенной, в системе инопланетных цивилизаций, нельзя наносить ущерб другому элементу этой жизни, не разрушая эту систему в целом. Поэтому, пожалуйста, ученые России, да я полагаю, всего мира готовы обсуждать проблему инопланетного присутствия иных внеземных цивилизаций. Но сразу закрывать, делать эти программы таинственными и доверять людям, которые не стремятся обеспечить нормальную жизнь и безопасность всей жизни на планете, безусловно, нельзя.